first, Итак, для начала I want to emphasize that coaching can be used for many different things. вначале я хочу особо отметить, что коучинг используется в различных областях. When coaching started, before you were born, well, some of you, Когда коучинг начинался, это было еще до того, как большая часть вас родилась на свет. it was about 27 years ago that coaching first came into the world of work. Примерно 27 лет назад коучинг пришел в профессиональную сферу, так сказать, на место работы. Before that, coaching had been a word used in sport. А до этого термин коучинг использовался в спорте. But from the beginning, now, I want to make a big distinction between sport coaching, traditional sport coaching, and what we are talking about as coaching today. Но здесь я как раз хотел бы провести это различие между термином коучинг, который использовался тогда в традиционном понимании, и то, как мы используем это слово сейчас. Coaching in sport is based on an old psychological model. Коучинг в спорте опирается на старую психологическую модель. And then we understand more about psychology, about how people learn, about how people perform. Но со временем мы больше узнавали о том, как люди обучаются, психологическую подоснову, как они учатся. So the psychological basis of how we work changes. И психологическая основа того, как мы работаем, она тоже изменилась. And coaching was born after this big change that took place in about 1965 to 75. А коучинг как дисциплина родился уже после вот этих больших изменений, примерно в 65-70 году. And I will talk more about that later. И я еще немного поговорю об этом позже. But we use the same word for sport and for workplace, but it's very different. И мы используем одно и то же слово и в спорте, и как место применения в профессиональной сфере, на работе. Но это абсолютно разные значения. When workplace coaching started, it was mainly executive coaching one-to-one person. И когда коучинг начинался, это был в основном коучинг руководства, один на один, индивидуальный формат. And then it was an outside coach coming into an organization and coaching teams. И были коучи, которые приходили извне в организацию, и они работали с командами. But very early on, when we started coaching in my organization, now called Performance Consultants, we started already training managers to manage using the principles of coaching in their day-to-day management behavior. Но вот как раз с самого начала в нашей компании, которая называется Performance Consultants International, мы начали обучать уже менеджеров, людей, которые управляют в реальных ситуациях на производстве, в компаниях, управлять людьми с использованием коучинга. And this creates a much bigger, more successful change in organization. А именно этот способ приводит к более эффективным, более массовым изменениям в организации. If you coach an executive, it's nice for the executive. И если вы работаете как коуч с высшим руководством, это хорошо для руководителя самого. And he or she may be a better leader from being coached. И этот руководитель после коучинга может стать лучшим лидером, он или она. But it is also our experience
that when you coach an executive, you ask them what they want to have coaching for, and they say, oh, I have these problems with my staff at work, or I have these problems with too much stress on myself. При этом, когда мы работаем как коуч один на один с таким руководителем, мы его спрашиваем, о чем вы хотите, с чем вы хотите поработать. Он говорит, наверное, вот у меня есть такие-то проблемы с моими подчиненными, или у меня очень стрессовая ситуация, я хочу знать, как с ней справляться. But after 10 minutes, they are talking about their personal life. Но через 10 минут они начинают говорить о своей личной жизни. The loss of meaning and purpose in what they are doing. И они начинают говорить о потере смысла в том, что они делают. Or their relationship with their wife or children. Или начинают говорить об отношениях с женами, детьми. And that has only a small effect on the business. А это, конечно же, оказывает очень маленькое влияние на бизнес. So, changing the management style of an organization is what we very much focused on. И мы в большей степени сконцентрированы на изменении управленческого стиля в сторону коучингового стиля. To do that, we did not train managers to be coaches. Но для этого мы не тренируем коучей, вернее, управленцев, менеджеров становиться коучами. We ran just a 2-day program for them to understand the principles of coaching. Мы обычно проводим двухдневные программы для того, чтобы они понимали принципы коучинга. And then we would arrange some follow-up 1 month and then 2 months later to see how they are progressing. А потом мы организуем последующие сессии, да, такие вот, то, что называется follow-up, да, рассмотрение того, как у них движется дело, как они прогрессируют через месяц и через 2. So there are many different ways we can use coaching. И на самом деле коучинг используется в больших количествах ситуаций. And also away from work. И кроме всего прочего, не только на работе. With, for example, your children. Например, с вашими детьми. How many people have children here, say from 4 to 10 years old, if you have children in that, У кого есть дети от 4 до 10 примерно лет? That's strange. More people on this side are breeding than this side. Yeah. Вот интересно, на этой стороне люди больше размножаются, чем на этой. On this side, we already grew them up. Okay. So these are many different applications of the principles. We can, planning and reviewing, you can coach someone before they do something. Итак, здесь представлены способы применения коучинга. Например, при планировании, да, вы можете предложить коучинг человеку, прежде чем он начнет планировать. For example, in your work, например, в вашей работе, when you are selling, когда вы продаете, when you have somebody who is not so experienced, you can start before they go out on their sales meeting. Например, с человеком, который новичок в продажах, вы можете вот эту предварительную коучинговую беседу провести до того, как человек выходит продавать. You can coach them on what are they going to do, what is their approach, what is their intention. И вы можете прокоучить их на тему, что они собираются сделать, каким образом, каковы их намерения. Or what anxieties they have inside themselves. Или, например, что тревожит их внутри себя. So when they go out, they feel more confident. И когда они уже выходят в поле, они более уверены в себе. You will not go with the person and stand beside them and coach them while they are selling. Да, то есть вы не будете выходить с этим человеком вместе, так как бы стоять за спиной и коучить его в тот момент, когда он продает. But when they come back afterwards, you can ask them, what did you do well? What would you do differently next time? What was the best part of that for you? What was the most difficult?
После того, как уже он вернется с этой своей первой встречи, вы можете спросить его, а что ты сделал хорошо, да, что у тебя получилось, что не получилось, что бы ты сделал по-другому, с какими сложностями ты столкнулся. So, planning, reviewing, and many other things here. I won't talk about all of them. И вот кроме планирования и обзора того, что человек сделал, здесь еще много вещей, я не буду во все углубляться. This area here is very important about relationships. Очень важна тема, связанная со взаимоотношениями. You can use or learn some techniques of coaching. Вы можете изучить, выучить какие-то техники коучинга. But if you do not have a good personal relationship with the person you are managing or coaching, но если у вас не будет хороших личных взаимоотношений с человеком, которым вы управляете или которого вы коучите, that will only be half as effective. И тогда это будет наполовину менее эффективно. Just coming down to brief coaching. А сейчас вот если пару слов о кратком коучинге, краткосрочном. If the first time you saw coaching, it was executive coaching. Если вы в своей жизни первый раз столкнулись с коучингом в его версии вот executive коучинга, когда идет работа с руководителем. And this is how your subconscious mind works. И это вот то, как работает подсознание. That executive coaching may take 1 hour or 1.5 hours. Ну, например, вот этот executive коучинг может занимать час или 2 часа, 1,5 часа. So later, you think, how can I use coaching in managing because it takes too long? А потом вы думаете, а как же я буду использовать коучинг в управлении? Он занимает слишком много времени. You have a subconscious program that coaching takes 1.5 hours. Потому что у вас есть уже подсознательное программирование, что коучинг занимает 1,5 часа. Or if you come on a management, coaching in management behavior, we would do in a group like this some practice coaching in pairs with 15 minutes coaching each way. Но на самом деле вот в программах, когда мы обучаем коучинговому стилю управления, то мы делаем, например, люди работают в группах и коучат друг друга в течение 15 минут. So then you think coaching takes 15 minutes. Но если вы такое увидите в первый раз, вы будете думать, что коучинг на самом деле занимает 15 минут. And that is also too long. Да, но и это тоже может быть слишком долго. I want to completely eliminate any idea that you may have that coaching takes longer than other methods of working with people. Но здесь я бы хотел бы стереть абсолютно все представления о том, что коучинг занимает дольше времени, чем любые другие способы управления или взаимодействия с людьми. In fact, it takes less time, and I will show you with examples later. На самом деле он занимает гораздо меньше времени, и позже я вам покажу это на примерах. But I will give you one simple example now. Но сейчас я вам дам один простой пример. If I am a team manager at work, Ну, например, я управляю группой людей на работе. and something happens in the team, Ну и что-то случается в команде, and you come to me and you say, this has just happened, what should I do? и там кто-то из вас подходит ко мне и говорит, вот сейчас что-то произошло, что же мне теперь делать? Which is quite normal behavior. Ну, это достаточно нормальное поведение. I could tell you what you should do, Но я могу вам, во-первых, сказать, что надо сделать. or I could say, Или я могу сказать, например, if I was not here today and this happened, what would you do? также я могу сказать, а вот если бы меня здесь сегодня не было, и это произошло, что бы ты сделал сам? Now, what is happening here? Что в этот момент происходит?
when this thing happened, this incident happened, you took the easy thing to do, which is to go and ask the boss. И когда, например, что-то, вот тот самое событие, что-то произошло, вы делаете вначале самый легкий шаг. Вы идете и спрашиваете руководителя. One, you could leave your brain asleep. Во-первых, вы, так сказать, оставляете свой мозг в состоянии покоя, сна. And also, you did not want to take responsibility А также вы просто не хотите взять на себя ответственность, in case it was the wrong thing. если будет случиться что-то неправильное. So when I say, if I was not here, what would you do? That is the time at which you turn the switch and your brain starts working. А в тот момент, когда я говорю, если бы меня здесь не было, как бы это вы сделали сами, в этот момент вы включаете переключатель в мозгу, и он начинает работать. And the good news is that your brain is just as good as mine. А хорошая новость, что ваш мозг так же хорош, как и мой. And you tell me what you would do, and I say, great, go and do it. Вы мне говорите, да, я бы это сделал так-то и так-то, а я вам говорю, прекрасно, иди и сделай. So let me extend that a little more. I'm your manager, the team manager. You come to me maybe 2 or 3 times in the week with a question like that. А теперь исследуем эту ситуацию чуть-чуть поглубже. Например, я менеджер, ваш руководитель, а вы приходите ко мне и примерно 2-3 раза в неделю спрашиваете, что вам делать в тех или иных ситуациях. But I do not give you the answer. А я не даю вам ответа. Each time you decide what to do because I ask you a coaching question. Каждый раз вы сами решаете, что сделать, потому что я задаю коучинговый вопрос. After maybe 2 weeks of this, I'm going to say to you, you know, you have asked me many times now what you should do. И я, например, через пару недель говорю вам, вот ты ко мне уже несколько раз приходил и спрашивал, что тебе делать. But did I tell you what to do? Но разве я тебе сказал, что надо делать? And you think and you say, no. I then say, who decided what to do? And you said, I did. И когда вы отвечаете, я спрашиваю вас, и кто же принимал решение, кто решал, что же делать? Разве это был я? А вам человек отвечает, нет, это был я. А я спрашиваю, кто это был? Это был я. So I said, was the result successful? Да, я спрашиваю тогда, а результат успешный? And you say yes. Да, вы говорите, ну да. So then I can say, you are very good at making decisions. И тогда я могу сказать, а ты на самом деле очень хорош в принятии решений. So why do you keep coming to ask me? А зачем же ты, когда приходишь и спрашиваешь меня, что делать? So now the person is making their own decisions in future, not asking me. И тогда человек сам начинает принимать решения в будущем, не спрашивая меня. I trust them because they have made their own decisions in front of me. И я доверяю им, потому что они принимали решения при мне. And they have been successful. И были успешны при этом. So I trust you that you can make good decisions, but you are also trusting yourself to make good decisions. Your confidence is better. И я доверяю вам, что вы можете принимать хорошие решения. И вы в тот же самый момент сами более уверенно принимаете эти решения, вы верите в себя. И ваш уровень уверенности возрастает. And now we are saving time. И тогда мы, конечно, экономим время. Because you are not always coming to me to ask. Потому что вы просто не приходите постоянно ко мне и спрашиваете что-то. You are making the decisions, and I am not disturbed from my strategic functions
to give you answers or to watch you. И тогда вы сами на месте принимаете решение, а я не трачу время и занимаюсь, не трачу время на ответы на вопросы, занимаюсь своей стратегической функцией как руководитель. And the last one here, self-coaching. И последняя строка – это самокоучинг. Just 1 minute. Yeah. Сейчас, одну минутку. Self-coaching is when you learn how the coaching principles cause you to learn or people to learn and perform better, you can apply those to yourself. А что такое self-коучинг, самокоучинг? Это когда вы, изучив принципы работы коучинга, когда вы понимаете, как с помощью коучинга можно учиться самому и обучать других, то вы применяете эти принципы к самому себе. So you begin automatically to self-coach. И вы автоматически начинаете самокоучинг. That is not self-instruction, it's self-coaching. И это не инструктирование, да, не отдача приказаний самому себе, а именно самокоучинг. And we have applied this in sport to try to modernize the way sport is taught. И мы применяли этот метод в спорте для того, чтобы модернизировать, улучшить то, как это происходит в спорте. And one of our first applications was in skiing. И в первую очередь мы это применяли в обучении горным лыжам. How many skiers are there here? Hands Сколько up здесь if you're a людей, skier. да, занимаются лыжами здесь? Oh, that's better. When a hand goes halfway up, you're not quite sure if you are a skier or not. Когда, да, рука поднимается наполовину, это вы не очень уверены, да, вы все-таки лыжник или нет. Snowboarding is okay. Yeah, that's the same Сноуборд это thing. тоже хорошо. Okay, all right. I ran the ski school, У меня была, я управлял школой лыжной. and what happened is you are teaching for half of the day, Ну и как это происходит? Вы учите, тренируете людей половину дня. and in the traditional way, you would instruct them in the morning, И традиционным образом это как бы происходило. Вы с утра вы даете им инструкции, and in the afternoon they would practice what you had told them. а после обеда они тренируются, практикуются в том, что вы им сказали делать. But when they began to understand the principle of coaching, Но когда они начинают сами понимать принципы коучинга, in the afternoon, they would not just practice what you had told them. They would continue learning. тогда они после обеда не просто практикуют, тренируют то, что вы им показали, рассказали, а у них происходит процесс постоянного обучения. So when they started the next day, they were already at a higher level. И когда они на следующий день приходят на тренировку, они уже находятся на более высоком уровне. And we found that the progress in comparison to a French ski school, we were doing this in the French Alps, И мы сравнили, наша школа была во французских Альпах, и мы сравнили с обычной французской школой. we found that our skiers progressed considerably faster than the French ski school for that reason. И именно поэтому наши ученики прогрессировали гораздо быстрее, чем ученики из французской школы.